Добрый день, уважаемые дамы и господа. Я тоже хотел в первую очередь поблагодарить Дипломатическую академию за возможность здесь выступить перед вами. Хотел поблагодарить партию аннексии, которая меня сюда пригласила. Это наш партнер по партии европейских либералов и демократов. Я сначала выступлю с короткими, надеюсь, тезисами по поводу той тяжелой, сложной ситуации, которая сегодня сложилась, всем вам известной в России. Здесь представлены фотографии с последней демонстрации, которая объединила всех противников действий господина Путина, связанных с угрозой объявления войны, связанных с политикой аннексии Крыма и так далее. Good evening. First of all, I would like to thank you for the opportunity to be here tonight and to speak to you. I would like to thank the NEOS party for inviting me. They are our partners as a liberal and democratic party. I will now hold a short speech on the events that are going on in Russia nowadays. Here you can see some photographs from recent protests and demonstrations of Putin's opponents in connection with the threat of a war after the annexation of Crimea in Ukraine. Более подробно с позицией партии «Яблоко» вы можете ознакомиться из тех материалов, которые здесь лежали на ваших сиденьях. And you can also get yourself more familiar with Yabloko's position using those materials you found on your seats. В своем выступлении я хотел бы остановиться на таких достаточно фундаментальных вопросах, которые имеют прямое отношение к тому, что сейчас происходит в России и к тому, что сейчас происходит на Украине, в частности, в Крыму. Я хотел бы объяснить основные базисные, как я их вижу, мотивы руководства России и непосредственно господина Путина. In my speech, I will address the fundamental questions that are directly linked to what is going on in Russia nowadays and also in Ukraine and in Crimea. And I will talk about the fundamental motivations of the Russian leadership and of Mr. Putin as I see them. Я бы хотел начать с одного воспоминания о событии, которое произошло 14 лет назад, в 2000 году, когда Путин только что пришел к власти, и представители партии «Яблоко», и я в том числе, с ним встречались, и у нас был достаточно долгий разговор. I remember one incident that happened 14 years ago. It was in 2000, shortly after Putin came to power. And there was a meeting between him and representatives of Yabloko, and we held rather long negotiations. И мне тогда запомнилась одна фраза, которую он произнес. Он сказал вот такую фразу, что эта встреча происходила в Кремле, и он сказал такую фразу: «Я не собираюсь здесь сидеть до пенсии». Вот здесь, то есть в Кремле. And I very well remember one phrase uttered by Putin. This meeting took place in the Kremlin, and he said, "I don't plan to sit here till retirement." То есть в этой фразе он тогда показал, что он на тот момент являлся все-таки некоторым образом политиком европейского типа. And this seems to me showed that back then he was a politician of a European style. Но с тех пор прошло очень много времени, очень много изменилось.
But a lot of time has passed by since then, and everything has changed since then. Дело в том, что за это время Путин создал в России достаточно интересную, своеобразную политическую, экономическую систему, которая была основана на том фундаменте, который был заложен его предшественником Борисом Ельциным и всем этим периодом развития России в 90-е годы. Since then, Putin has created a very interesting and very peculiar economic and political system in Russia, based on what was created by his predecessor, Boris Yeltsin, during the 90s. И вот в этой системе, которую мы, партия Яблоко, называем олигархической, полукриминальной, авторитарной системой, сам господин Путин играет главную ключевую роль. И он уже не строит свои жизненные планы вне существования этой системы и вне своей ведущей роли в этой системе. And the system that we from Yabloko call an oligarchic system, a half-criminal and authoritarian system, is a system where Putin plays the key role and does not imagine a life outside of the system and not being a leader anymore. Как вы понимаете, никакая пенсия в эти жизненные планы уже, конечно же, не входит. And as you might well understand, no retirement plans are included in such a system. Примерно так же строит свои планы на дальнейшую жизнь и вся российская политическая элита, которая извлекает из этой путинской системы огромные доходы за счет всего остального населения страны. And similar plans can also be seen among the Russian elite, the political and economic elite that makes super profit from the system at the cost of the rest of the population in Russia. Я специально подчеркиваю это обстоятельство для того, чтобы все мы понимали, что в первую очередь, когда мы анализируем сегодняшние события на Украине, в Крыму и политику России, мы должны иметь в виду, что в первую очередь речь идет для Путина и его окружения о сохранении и укреплении вот этой системы, которую он создал за время своего правления. And I'm stressing this so we better understand the events in Ukraine, in Crimea, and also in Russia. We need to know that all this is happening so that Putin and his entourage can support this system that's been created by him. Украинские события воспринимаются нашей политической элитой во главе с Путиным как вызов, как угроза существованию, сохранению этой самой системы. And the events in Ukraine are considered as a challenge, as a threat for the existing system by Putin and the Russian elite. Это вызов отнюдь не первый. Первый вызов, наверное, был 10 лет назад, во время первой революции на Украине, которая называлась Оранжевой революцией. But this is not the first challenge of this kind. The first one was the Orange Revolution in Ukraine about 10 years ago. Потом были еще события арабской весны, которые тоже воспринимались нашей верхушкой с большой тревогой, потому что очень много аналогий между теми режимами, которые были сметены арабскими революциями, и вот этой самой системой, существующей сегодня в России. And then there was the Arab Spring that was also
was also accepted by the Russian leadership with a lot of apprehension, because regimes were swept away that were very similar to the regime in Russia. Массовые митинги в Москве в 2011-2012 году дали понять, что развитие подобного сценария теоретически возможно и в самой России. And the mass protests that took place in 2011 and in 2012 in Russia showed that a similar scenario is possible in Russia as well. Поэтому в течение вот этих 10 лет со времени Первой украинской революции в Кремле непрерывно, постоянно шла работа по созданию программы превентивных мер, которые были бы направлены против повторения такого сценария внутри России. And therefore, the Kremlin has worked intensely during the past 10 years on preventive programs and measures that should prevent similar things from happening in Russia. В первую очередь эта программа включала в себя так называемое завинчивание гаек. Это исследование оппозиции, это ужесточение законов, касающихся гражданского общества, некоммерческих организаций, это сворачивание демократических прав и свобод в России. And part of this program was a very severe tightening of the screws, repressions against the opposition, against civil society, NGOs, and democratic freedoms and rights. В то же время началась разработка и формирование соответствующей идеологии, которая бы оправдывала все вот это завинчивание гаек и ужесточение законодательства и репрессий. Выборочные репрессии в отношении представителей оппозиции. And at the same time, an ideology was worked out in order to justify all these measures and selective repressions against opposition. После 2004 года произошел довольно резкий поворот от такого в целом европейского вектора развития России, который был при всех ошибках и метаниях определяющим в 90-е годы и в начале нулевых годов, в начале правления самого Путина. И переход к, наоборот, антиевропейскому, антизападному вектору развития России. And after 2004, there was a big change. The European vector of development in Russia that's been predominant during the 90s and the beginning of the noughties, when shortly after Putin came to power, changed into anti-European, anti-Western strategies. Все это лояльными Кремлю идеологами называлось, с одной стороны, евразийством, то есть таким путем не европейским, а евразийским, в каком-то евразийском направлении. И с другой стороны, был придуман термин «суверенная демократия». Вот для этой системы, которая резко отлична от того, как происходит развитие в Европе и в целом на Западе. And those ideologists loyal to the Kremlin called this Eurasian development, a development that is different from Europe. And on the other hand, the term of sovereign democracy was founded, which is different from what is going on in Europe and differs from Western principles. Вот зачем все это надо было Путину и российской политической верхушке? Во-первых, это нужно для того, потому что все, что связано с Западом и западными ценностями,
направлена на ограничение власти, начиная от принципа разделения властей, принципа соблюдения прав человека и заканчивая соблюдением международных договоров и обязательств России. And why did Putin and the Russian leadership need this? First of all, this has to do that everything that is linked to the West has also to do with Western values, and those Western values limitate personal power, beginning from the separation of powers, the observation of human rights, and adhering to international conventions and treaties. Во-вторых, конфронтация с Западом и вообще со всем внешним миром находит, к сожалению, сильный отклик в большой части российского общества, которое разочаровано неудачными реформами 90-х годов, носивших прозападный характер. И поэтому вот из этой конфронтации можно получить очень мощный ресурс поддержки, сохранения рейтинга и укрепления своих политических позиций. And second, the confrontation with the West is positively received by a large part of the Russian population, which is disappointed with the reforms carried out in the 90s. And this forms a huge reservoir for increasing Putin's rating and for supporting his political positions. В-третьих, опираясь на массовую патриотическую истерию, разжигая ее в средствах массовой информации, о том, что мы окружены врагами, что все против России, все с нами борются, гораздо легче подавлять внутреннюю оппозицию, на которую очень легко навесить ярлык пятой колонны или национал-предателей, что вот происходит прямо сейчас в подавляющем большинстве российских средств массовой информации. And by using this patriotic mass hysteria, which is preeminent in Russian media, where everybody is a foe or an enemy, it is much easier to suppress the opposition, to call it the fifth column, or to call them national traitors. Теперь об Украине. Украина, так же как и Белоруссия и ряд других стран бывших республик СССР, рассматривается Путиным как сфера жизненных интересов вот этой самой путинской системы, примерно так же, как Советский Союз в свое время рассматривал так называемый социалистический лагерь вот в качестве сферы своего жизненно важного влияния. And now about Ukraine. Ukraine and Belarus and other countries of the former Soviet Union are considered as their sphere of interest by Putin and his system, similar as the USSR considered the socialist part of the world as their sphere of interest. Вот режим Януковича полностью соответствовал этим представлениям. И именно поэтому крах режима Януковича был воспринят как очень серьезный и радикальный вызов интересам всей этой путинской системы. And the Yanukovych regime corresponded to these aspects, and therefore the collapse of this regime was considered as a huge challenge to the system of Putin. И, разумеется, сразу стали вынашиваться планы не менее радикального ответа вот на этот радикальный вызов.
And of course, very quickly, radical plans were formed as a reaction to this radical event. Система это устроена так, вот так она мыслит, так она думает, что она себя защищает. Если по ней нанесен удар, то она должна нанести ответный удар. Вот в свете этого, с моей точки зрения, и надо рассматривать все действия российского руководства по отношению к Украине и, разумеется, к Крыму. And the system thinks and sees itself as a body that needs to defend itself. And when it was dealt a blow, it has to counteract. And this was done in Ukraine and in Crimea. Сразу же сформировалась идеология защиты русскоязычного населения, русских на Украине в целом и конкретно в Крыму, где больше всего в процентном отношении проживает русских и русскоязычных граждан. And the ideology was to protect the Russian-speaking population in Ukraine, and especially in particular in Crimea, where the majority is Russian or Russian-speaking. При этом, конечно, путинское руководство воспользовалось и теми ошибками, которые были совершены, как украинская оппозиция, когда она еще, на стадии, когда она еще боролась с Януковичем, так и новой власти, которая появилась в Киеве после свержения режима. And by doing so, the Russian leadership used the mistakes made first by Yanukovych and then by the new leadership in Kiev. Главная ошибка, мы считаем, это наша точка зрения партии «Яблоко», заключается в том, что слишком большую роль в этих событиях играли националисты, и националисты вошли в новую власть, и были приняты некоторые решения националистического толка. В первую очередь, конечно, крайне ошибочное и, я бы сказал, провокационное решение о снижении статуса русского языка, как регионального, отмене статуса русского языка. The main mistake was the following, as we think from Yabloko. The main mistake is the role taken by the nationalists as part of the new leadership in Ukraine, and of course also the provocative suggestion to change the status of Russian as an official language in Ukraine. Вот под этим предлогом защиты русских от так называемой с точки зрения наших властей российских фашистской власти в Киеве, вот под этим предлогом произошел захват Крыма, его аннексия. Это было, конечно, шоком с точки зрения международного права, но вполне естественно, исходя из того, что я вам сейчас сказал, исходя из базовых установок Путина и созданного им политического режима. And under the pretext of having to protect the Russians from the fascist leadership in Kiev, the annexation of Crimea took place. And of course, this was a shock from the point of view of the international law, but it was only natural based on all the aspects which I aforementioned, which are important for Putin and his leadership. Путинская элита рассматривает аннексию Крыма как ответный удар, рассматривает как торжество и победу вот той системы, которую она установила в России. Это примерно так же, как события 1956 года в Будапеште и 1968 года в Праге не были только захватом территорий войсками Советского Союза,
они в первую очередь демонстрировали господство существующей советской системы. Они для этого были нужны в первую очередь. Точно так же и Путину аннексия Крыма нужна для того, чтобы показать, что система жива, способна себя защищать и наносить ответный удар. Putin's elite considers the annexation of Crimea as a counter blow dealt towards Ukraine. It is to show the victory of the system, and which has been created in Russia. And the situation is similar to the situation of 1956 in Budapest and 1968 in Prague, where tanks and troops were used to demonstrate that the Soviet system exists and is alive. And the same is happening now in Crimea. This is to show the system is alive, it is able to defend itself, and it is able to counteract. Одновременно начинается вот такой вот своеобразный имперский пиар. Путин создает себе имидж нового собирателя русских земель. Он повышает еще больше градус конфронтации с внешним миром и тем самым решает одну из самых главных, если не самую главную, свою задачу – укрепить свою власть, в первую очередь, внутри России. Как вы знаете, очень резко подскочил его рейтинг, и это не какая-то пропаганда, это действительно так. Рейтинг Путина очень серьезно вырос по свежим следам произошедших событий. And at the same time, there is a lot of this imperial PR. Putin got the image of the new collector of Russian lands, and this, of course, is even increasing the degree of confrontation with the outer world. But the main task of Putin was to strengthen his power inside of Russia. And actually, his rating and his popularity have gone up dramatically. And this is not a propaganda, this is true. They have gone up dramatically after the events. Ну, еще одна задача, которую он решает, разумеется, очередной удар по внутренней оппозиции. Все, кто имеет альтернативное мнение по поводу Крыма и политики России по отношению к Украине, объявляются национал-предателями, врагами Родины. В частности, те заявления, которые вы можете прочитать, заявления партии «Яблоко», встретили очень жесткую реакцию со стороны лояльных Кремлю партий. Они уже делают заявление о том, что, например, нашу партию за все это надо закрыть и вообще убрать с политической поляны, потому что мы не сливаемся в общем экстазе поддержки вот этих действий. And another task is to deal another blow against the opposition within Russia, against all those who have a different opinion on what is going on in Crimea or on Russian politics. All these people are called traitors or enemies of Russia, and we have even heard that our party should be done away with, that it should be closed, because we are not willing to support Putin's politics and policy towards Ukraine and Crimea. Ну, еще очень важно в результате всех этих действий вот этот антиевропейский вектор для России, который Путин избрал несколько лет назад, он наполняется новым содержанием. Причем содержанием конкретным, а не каким-то абстрактным в виде возрождения православной цивилизации там, или евразийства, приверженность традиционным ценностям. Все это была риторика. А вот сейчас с этих радикальных шагов, с аннексии Крыма, начинается практика.
And what is very important as a result of this anti-European sector or aspect of Putin's politics is filled with new content that is more concrete and more tangible than such theories as rebirth of orthodoxy or Eurasian policy. This was only rhetoric, and now we have something practical at hand, something practical with Crimea. И эти практические действия получают воплощение в виде такого вот имперского или неоимперского, как кому угодно, проекта действий российского государства. По сути дела, речь идет о том, что Путин задумал воссоздать Российскую империю, так, по крайней мере, можно догадываться, исходя из этих действий. And these practical activities, which are imperialistic or neo-imperialistic, these are a project which are part of the Russian politics. It seems that Putin wants to recreate the Russian Empire. Либо, как минимум, это проект воссоединения русского народа на постсоветском пространстве. Здесь на очереди могут быть теоретически, гипотетически, через какое-то время и практически не только другие восточные регионы Украины, но и, например, Приднестровье. Вполне возможно, что и районы проживания русских в Казахстане. То есть здесь существует поприще для все новых и новых действий, аналогичных сегодняшнему действию по аннексии Крыма. And part of this project could be reunifying Russians on the post-Soviet in the post-Soviet space. This concerns the eastern parts of Ukraine, Transnistria, and also parts of Kazakhstan, where many Russians live. So there is room for new activities similar to those that just happened in Crimea. Но в конечном счете, если главная цель состоит в том, чтобы сохранить власть, господство и влияние, то самые очевидные ориентиры – это так называемые страны-изгои. Именно в этих странах-изгоев, таких как Северная Корея, таких как Куба и так далее, элите и ее лидеру проще всего сохранить пожизненную власть. And of course, an important goal is to keep influence, to remain in power. And those countries who are outcasts in the international community, such as North Korea or Cuba, show that it's always easier for the elite in those countries to remain in power even for a lifetime. Если в таком ракурсе рассматривать ситуацию, то международная изоляция и конфронтация со всем внешним миром, она совсем не является чем-то неприемлемым. Скорее наоборот, она желательна, потому что работает на достижение главной цели. Чем жестче и острее конфронтация, тем больше шансов создать вот такую сферу влияния, центром которой является Россия, внутри которой можно сохранять власть до бесконечности или, по крайней мере, пожизненно. And when we look at the situation from this point of view, it seems that international isolation and confrontation with the outside world is not something that is
unacceptable. It is rather desired because it makes it easier to reach the goal. And the goal is to have a sphere of influence where Russia is the center and where it is possible to remain in power even for a lifetime or longer. Любая негативная реакция на действия России, исходящая из внешнего мира, рассматривается как средство внутренней мобилизации, внутренней поддержки. Именно поэтому сегодня государственные телеканалы России с таким удовольствием освещают тему международных санкций против России. Им эта тема очень нравится. And negative reactions from outside actually lead to a mobilization inside of the country and to more support to the policies. The government-controlled TV stations like to cover international sanctions. They are happy to talk about them. Чиновники, которые сегодня объявлены персонами нон-грата Соединенными Штатами, Европейским Союзом, чувствуют себя очень большими героями и очень благодарны за тот пиар, ту рекламу, которую сделали внутри России. Those officials that have been declared persona non grata by the European Union and the USA consider themselves heroes in Russia, and they are very grateful for the PR inside of Russia. Ну, разумеется, возникает вопрос, что будет происходить дальше со всем этим. Ну вот примерно такими я вижу планы и базовые установки сегодняшнего российского руководства. Но, конечно, эти планы и установки связаны с очень большими рисками. Я бы даже сказал, с огромными рисками. И для страны, и в том числе для самого этого руководства. And of course there is the question what will happen next. And of course there are plans and certain motivations of the Russian leadership, but all of them are linked to huge risks for the country and also for the leadership itself. А вот главный риск, с моей точки зрения, он состоит в следующем. Вся эта система, которую мы называем криминально-олигархической, она очень неустойчива, потому что она основана на крайне несправедливом порядке распределения национальных богатств и крайне несправедливой структурой собственности в стране, которая имеет следствием самое сильное в мире социальное расслоение, как мы узнали недавно от независимых международных организаций. And the main risk is that, in my view, is that the system, which we call a criminal oligarchic system, is a very unstable system. This has to do with the unjust division of the wealth and the unjust structure of ownership in the country and the large social fragmentation. Social fragmentation in Russia is the biggest one, according to data from international organizations. Так вот, сегодня к этим внутренним источникам нестабильности системы добавляется еще и внешний, очень мощный источник, потому что Россия стала государством с непризнанными границами, чем вызвано огромное количество новых вызовов, в том числе и вызовов безопасности, которые сегодня даже невозможно полностью перечислить и предсказать. And to the existing instability inside of the country, outside instability is added. Russia has become a country where the borders are not clear, and this poses
great challenges to the security of the country. Ну вот я назову только один из таких возможных факторов дестабилизации для России. Это ситуация с крымскими татарами в Крыму. Это мусульмане. Уже сейчас активизировались силы исламского экстремизма не в самом Крыму даже, а в арабских странах уже идет соответствующая волна, как у нас принято выражаться, волна возмущения. В России есть Чечня, в России есть Северный Кавказ, ваххабитское подполье. Этого не отрицает и официальная власть. То есть есть источники внутренней нестабильности, связанные с угрозой исламского экстремизма. Сейчас в этот источник подливается новая порция керосина для того, чтобы это все поджечь. And one possible factor of destabilization is the situation of the Crimean Tatars. They are Muslim, and this leads to an activation also of some extremist powers. There is a certain wave taking its beginning in the Arab countries, and then there is the situation with Chechnya. In Russia, the northern Caucasus, which is a hotspot. So there are sources of internal instability, and there is the threat of Islamic extremism, which is pouring new kerosene into the situation. Еще один источник вызовов безопасности России – это возможные территориальные претензии со стороны других стран. Я не буду сейчас называть, все вы знаете, о каких странах идет речь, они граничат с Россией. And another source of instability and another security challenge might be any territorial requests from other neighboring countries. I'm not going to name them, you all know them. Ведь что произошло с Крымом? Россия создала прецедент территориальных претензий, возникших ниоткуда, на пустом месте. Ведь до этого уже Россия ничего не говорила о том, что она претендует на Крым. Она создала прецедент создания претензий с нуля. Этим прецедентом могут воспользоваться другие страны уже в отношении самой России. Ей будет очень трудно что-нибудь возражать. What Russia did in Crimea, it created a precedent. It requested, there was a land grab which was unfounded, starting from zero, and other countries could just do the same. Ну, еще огромное количество угроз существует, но я боюсь уже утомить ваше внимание слишком долгим выступлением. Партия «Яблоко» в своих заявлениях последнего времени неоднократно говорила о том, что опыт 20 века показывает, что все, без исключения тоталитарные агрессоры, раньше или позже заканчивали свои авантюры крахом. И нам будет очень больно, если результатом этого краха станет уничтожение самой России, как страны, существующей в ее нынешних границах. Но, к сожалению, величайшему, такая возможность существует, и мы, как политическая партия непоказного, а истинного патриотизма, будем с этим бороться всеми силами. But there are many other threats, but I've been talking for too long already. So the Yabloko party repeatedly declared that the experience of the 20th century shows that all totalitarian aggressors, sooner or later, without any exception, came to a bad end.
And this will be very painful if this should lead to a collapse of Russia within its current borders. And unfortunately, this opportunity exists, but we will try to fight it. Мы еще раз подтвердили нашу основную цель, политическую главную установку нашей партии, которая заключается в том, что существующая вот эта система, о которой я сказал, олицетворяемая личностью Путина, должна быть трансформирована в современное демократическое государство. И сделать это можно и необходимо исключительно мирным конституционным путем и без всяких революций и потрясений. And the major goal and the major principle of our party is that this is to transform the existing system under the leadership of Putin into a modern democratic nation, but only in a peaceful and constitutional way without any revolutions or turnovers. С этой точки зрения мы проанализировали опыт украинской революции и еще раз утвердились в этом своем мнении, что только мирным конституционным путем, без всякого насилия. And when we analyze the Ukraine revolution, then we can say that this only strengthens our point of view. A transformation can only happen in a peaceful, non-violent way. Почему? В первую очередь, потому что та власть, та система господства, которая сформировалась у нас при Путине, она представляет собой огромную угрозу не только во времена своего расцвета и своей силы, но она также будет представлять не меньшую угрозу в те времена, когда она неизбежно начнет слабеть. And why? First of all, because this system created by Putin is a threat while it is powerful and flourishing, and it will be even more of a threat when it becomes weak. Поэтому любое насилие может спровоцировать неконтролируемые процессы не только массового кровопролития и всех ужасов, связанных с этим, но и в конечном счете распада нашей страны. And this can lead to violence, to bloodshed, atrocities, and as a consequence to the collapse of our country. Вот. И, к сожалению, опыт Украины в связи с вторжением Крыма показывает нашу правоту. And unfortunately, what is going on in Ukraine shows that we are right. Большое спасибо. Thank you very much for your attention.